Поэтому всегда мои вам советы из многолетнего опыта общения с полицией. Первое. Видите полицейского, включите диктофон. Диктофон жрет очень мало энергии телефона, очень мало памяти. Пока вы не окажетесь на свободе, вдали от полицейских, не выключайте диктофон и храните эту запись. Естественно, второе. Полицейскому ни в коем случае нельзя говорить о том, что вы включили диктофон. Это ваше право собирать информацию о своих действиях. Если вы скажете полицейскому, что включен диктофон, его поведение сильно поменяется, он может перестать делать ошибки, а запомните, что любая ошибка полицейского трактуется в вашу пользу, любое сомнение в вашей виновности трактуется в вашу пользу. Поэтому, когда вы молча записываете, когда вам полицейский угрожает, когда он не поясняет 51 статью Конституции и так далее, это все в вашу пользу. Молча записывайте полицейские. Это правило 0 и 1, самые базовые. Читайте все материалы, которые относятся к вам. Если вам полицейский не дает их фотографировать, зачитывайте их вслух. У вас же включен диктофон. Значит, вы можете зачитывать материал вслух. Может быть, вы дебил. Ну вот просто умалишенный и вот любите вслух почитать. Вы же полицейскому не сказали, что у вас работает диктофон. Ну вот прочитали весь там заявление, которое на вас написал депутат Плешакова. Прочитали вслух. Может, вы так лучше понимаете. Это третье правило. Четвертое, очень важное правило. Под любой бумажкой, которую вы подписываете и отдаете полицейскому, вы ставите дату, время и подпись. Это очень важно. Есть процессуальные действия, и эти действия имеют определенные сроки. Когда вы ставите время под подписью, вы сразу даете отсечку определенным процессуальным действиям. Например, если вы сильно раздражаете полицию, она начнет вас ограничивать в праве на перемещение, уже стоит время, то есть уже понятно, с какого момента вы подписали эту бумажку, и уже там стоит время. А если просто поставили дату, это может быть 00 часов, а может быть 23:59. Правда ведь? 3 вещи вы должны запомнить. То, что касается, это уже 5-е правило. Да? То, что касается вас, 51 статья Конституции. То, что касается близких родственников, официальной жены, детей, бабушки, дедушки, братьев, сестер, 51 статья Конституции. Все остальное, то, что касается ваших действий или действий, допустим, вашей гражданской жены или мужа, вы отвечаете «не помню», что было, нервничаю, не помню, не могу ответить. У вас нет обязанности помнить какие-то обстоятельства вашей жизни. Если вам полицейский что-то предъявляет в качестве текста, вы говорите «не понимаю, не смог осознать». Недостаточно образования, не понимаю. То есть вот не помню, не понимаю и 51 статья Конституции. Вы это говорите в любой момент, когда общаетесь с полицейским. Все это записывайте на диктофон. По возможности записывайте на видео. Идеальный вариант, когда у вас 2 телефона, на одном диктофон, на другом камера. Камеру вы включили, зашли в отдел или в суд, положили, и камера записывает. Ну пускай смотрит она снизу вверх, но на ваше лицо. Видно, что это вы в суде. Если вас с этим поймают, начнутся проблемы. Значит, вы должны сделать так, чтобы вас на этом не поймали. Но опять же, это дело сотрудников полиции, суда, доказывает, что вы не имели права снимать в этом месте в это время. Пока вас не поймали, вам, во-первых, не нужно об этом говорить. Во-вторых, даже если вас поймали каким-то образом, ну, пускай попробует считать это видео с вашего облачного хранилища. Вы же, надеюсь, подключили телефон к облаку, и все туда записывается. Завершая рассказ о базовых правилах. Поэтому нет оснований доверять сотруднику полиции. Ведите себя таким образом, как будто вас хотят по беспределу засудить. Если такое не случится, ну, значит, вам повезло. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, как с вашей жизнью, какие у вас случаи. Давайте их обсудим в комментариях.